Всем привет, дорогие друзья, с вами Остап, Hustle Castle, и перед вами гайд на таланты. Поверьте, вы многое узнаете из сегодняшнего видеоролика. Присаживайтесь поудобней, мы начинаем. Ребят, благодарю всех, кто использует мой код автора при внутриигровых покупках. Каждый, кто вводит мой код автора, увеличивает мою мотивацию выпускать видео как можно чаще. Спасибо вам. Ну а если ты впервые об этом слышишь, то объясню. Есть официальный магазин Hustle Castle, где вы можете купить пропуска, премиум, алмазы и многое другое. И по некоторым позициям даже есть скидки. И вы при покупке можете указать мой код автора Остап. Вам это абсолютно ничего не будет стоить, а я получу дополнительную мотивацию выпускать как можно скорее ролик по нашей игре. Поэтому, если собираешься что-то купить в игре, переходи в официальный магазин по ссылке в описании к ролику или по подсказке сверху и вводи мой код автора Остап. Спасибо за внимание, приятного просмотра. Итак, давайте начнем с основ. После недавнего обновления вы теперь можете менять таланты у бойцов сколько угодно раз без ограничений. И это очень хорошо, ведь мы теперь можем менять таланты и собирать абсолютно любые альянсы за несколько минут, не тратя абсолютно никаких ресурсов. В игре появились древние таланты, которые незначительно сильнее легендарных. Основное изменение заключается в том, что у таланта появился уровень прокачки. Вы теперь можете прокачивать таланты вплоть до 50 уровня. Для прокачки таланта требуются частицы талантов, о которых мы поговорим чуть позже. Увеличивая уровень таланта, вы будете получать новые способности. На первом, шестом, 15, 24 и 31 уровнях вам дают возможность выбрать новую способность из двух. У способности есть минимальный и максимальный уровень. И уровень способности увеличивается вместе с уровнем таланта. Способности зависят от класса таланта. То есть, если у вас основной талант лучника, то и способности будут на лучника. Весь список способностей у вас на экране. На 25 и 50 уровнях у вас появляются дополнительные слоты для талантов. И таланты в дополнительных слотах работают так же, как и основной талант. Единственная разница между дополнительными талантами и основным талантом заключается в том, что основной талант участвует в построении альянса, а дополнительные таланты в альянсе не участвуют. Теперь давайте поговорим, откуда же можно взять частицы талантов для прокачки и сами таланты. В игре изменили механику фолиантов. Теперь у нас в игре 4 фолианта: огромный, большой, средний и маленький фолиант. Каждый фолиант дает частицы таланта и шанс получения какого-либо таланта. Таблица по фолиантам в игре у вас на экране. Делайте скриншот, чтобы не потерять. Обратите внимание на шанс выпадения таланта. Эти значения вычислены мной после открытия огромнейшего количества фолиантов и более-менее показывает правду. Маленький фолиант дает всего 10% шанса выпадения редкого таланта. Средний фолиант 15% шанса выпадения редкого таланта и 5% эпического. Большой фолиант 15% редкого, 12,5% эпического и 5 легендарного. Ну и огромный фолиант дает нам 12,5% легендарного таланта и всего 2% древнего таланта. Да, видя эту таблицу, понимаешь, что собирать древние таланты будешь очень и очень долго. Ну а теперь давайте посчитаем, сколько времени потребуется, чтобы прокачать талант с 1 до 50 уровня. Перед вами таблица и точное значение опыта, которые дают частицы талантов из фолианта. Кстати, таблица чуть ниже показывает, сколько опыта в одной частице таланта. Итак, сколько же фолиантов нам нужно, чтобы прокачать талант с 1 до 50 уровня? Если мы говорим о огромном фолианте, то 193 штуки. И это очень много. То есть, если вы будете покупать только огромные фолианты во всех активностях каждую неделю, то вам потребуется почти 13 недель, чтобы прокачать одного бойца. И такая же ситуация наблюдается по остальным фолиантам. Однако, если вы будете покупать все фолианты со всех активностей, то вам потребуется чуть больше 3 недель. Хотя я не могу себе представить, сколько нужно играть, чтобы покупать все фолианты во всех активностях каждую неделю. Поэтому цифра в 13 недель выглядит, более реалистично, что ли. Ну а если нужно прокачать 8 бойцов, то вам потребуется 102,8 недели. Это почти 2 года. Или 25,7 недель, если будете скупать все фолианты еженедельно, но опять же говорю, выглядит это мало реалистично.
Покажу вам еще одну таблицу, сколько частиц талантов нужно на прокачку бойцов. Чтобы прокачать одного бойца до 50 уровня, вам нужно 2732 легендарных частицы таланта. Учитывайте это, когда вам прилетит предложение купить 2000 легендарных частиц. Вам их просто не хватит, чтобы прокачать даже одного бойца. И сколько требуется частиц таланта на прокачку 8 бойцов, тоже можете посмотреть в таблице. Их-то всего лишь 21 853. Совсем мало, правда? Да, на данный момент эта активность выглядит довольно-таки долгой. Однако учитывайте, что эти все данные без учета частиц талантов, которые выпадают с ивентов. Поэтому, может быть, не все так страшно, но, опять же, вам судить. На данный момент предлагаю сделать промежуточные выводы. В первую очередь необходимо покупать только огромные фолианты, ведь именно с них вы получаете древние легендарные таланты. Если вы будете покупать только огромные фолианты, то за 13 недель, может, прокачаете один талант до 50 уровня. Ну, много это или мало, судить вам, конечно. В покупке остальных фолиантов, кроме огромных, я вообще не вижу смысла, ведь с них не падают древние таланты. Надеюсь, это понятно. Однако, если каким-то чудом вы сможете достать все необходимые таланты и вам нужно будет их только прокачать, тогда картина меняется и смысл покупать другие фолианты появляется. Давайте рассмотрим вот такую вот таблицу. Перед вами таблица со стоимостью фолианта в разных активностях в игре. И если мы эту стоимость поделим на количество опыта, который дает сам фолиант, и талант с фолианта, да, кстати, вы можете разобрать талант и получить опыт, то мы получим стоимость 1 единицы опыта. И тут картина неплохо так меняется. Оказывается, если вы хотите только прокачать таланты и будете разбирать все выпадающие таланты с фолианта на частицы, то самым выгодным будет покупать маленький фолиант. Еще раз повторюсь, маленький фолиант выгодно покупать, когда вы разбираете все таланты, которые выпадают, и ваша цель только прокачать таланты. То есть вы не ищете новые таланты, вы их все разбираете. Не знаю, возникнет ли такая ситуация вообще когда-нибудь, но рассказать я о ней должен. Причем разница в количестве опыта может достигать 30-40%, поэтому учитывайте это. Ну что, давайте сделаем короткие выводы. У нас теперь есть возможность менять таланты и альянсы в любой момент без штрафа. Теперь нам нужно очень много огромных фолиантов, чтобы найти древние таланты, ведь шанс выпадения древних талантов крайне-крайне низок, и я надеюсь, разработчики это поправят. Приблизительное время прокачки всех 8 бойцов до 50 уровня это 2 года. Ну и новые способности за прокачку талантов не слабые, поэтому огромные фолианты нам нужно будет покупать, и причем в больших количествах. Ну и если вам интересно мое мнение, то мне понравилось обновление лишь тем, что теперь в игре появятся новые интересные сборки альянсов. И я, кстати, уже начинаю тестировать новую интересную сборку с новым альянсом, поэтому подпишись на канал, чтобы не пропустить видео про это. Ну а теперь основная часть видео закончилась, и теперь давайте подведем итоги предыдущего розыгрыша. Кстати, видео с выбором победителей у вас сейчас на экране. И в этом видео мы объявим новый розыгрыш, и да, правила все так же просты. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно быть подписанным на этот канал. Не забудь открыть подписчиков в YouTube, чтобы я смог проверить подписку. В комментариях к этому видео указать свой игровой ID и поставить лайк этому видео. Ну а если ты напишешь в комментариях, какой новый альянс тебе интересен, то от меня получишь дополнительный респект. Дополнительно все правила розыгрыша указал в описании к видео. Ну а перед вами список победителей предыдущего розыгрыша. Алмазы будут начислены в течение недели. Ну что, на этом пора заканчивать. Спасибо за просмотр, надеюсь, видео тебе понравилось. И если это так, то поставь лайк. Ну а с вами был Остап, бесконечных яблок вам. Пока! Yeah.